Интересная ситуация. Берут два дачника, одни и те же семена перца, сажают в один день, ухаживают примерно одинаково. У одного к августу вырастают плотные крупные перцы, куст стоит здоровый. У второго листья скручиваются, завязи опадают, плоды мелкие и слабые. Разница не в семенах и не в удобрениях. Разница в том, что перец — это единственная культура среди наших привычных овощей, у которой есть четкий температурный порог для корней. Если температура почвы ниже плюс 15 градусов, корни практически перестают работать. Все остальное в этот момент неважно. Можно поливать, подкармливать, ухаживать, а растение просто стоит и ждет тепла. Сегодня разберем перец полностью. Когда сеять, как готовить рассаду, почему ранний посев чаще мешает, чем помогает, как подкармливать, как формировать и почему вершинная гниль — это не болезнь, а особенность роста. Поехали. Перец у многих считается сложной культурой. На самом деле он просто очень точно реагирует на условия. Дайте ему то, что ему нужно, и он даст хороший результат. Нарушите хотя бы один параметр, и он сразу это покажет. Логика простая. Перец родом из теплых регионов Центральной Америки, где всегда тепло, влажно и нет резких перепадов. Он не приспособлен к нашим весенним скачкам температуры, когда ночью холодно, а днем жарко. Поэтому ему нужно чуть больше внимания на старте. Зато потом, когда он прижился и пошел в рост, он развивается стабильно. Начнем с самого начала, со сроков посева. Потому что здесь чаще всего и закладывается первая ошибка. Перец сеют на рассаду, как правило, раньше томатов. Логика понятна, он медленнее развивается, дольше зреет. И многие начинают сеять в феврале, некоторые даже в январе. Вот здесь и начинается проблема. Смотрите, как считать срок посева правильно. Берем предполагаемую дату высадки рассады в грунт. Для перца это позже, чем для томата. Томат можно высаживать, когда почва прогрелась до плюс 12. Перцу нужно плюс 15 в корнеобитаемом слое, это примерно 20 сантиметров глубины. Плюс желательно, чтобы ночные температуры воздуха были уже стабильно выше плюс 15. В большинстве регионов средней полосы это конец мая, начало июня. На юге раньше, в Сибири позже. От этой даты отсчитываем назад от 65 до 70 дней на развитие рассады. Плюс закладываем 10 дней на появление всходов. Итого получается от 75 до 80 дней до высадки. Вот и посчитайте для своего региона. В большинстве случаев посев в конце февраля, начале марта оптимален. Январский посев дает рассаду, которая к моменту высадки уже перерослая, хрупкая, со слабой корневой. Почему это важно именно для перца? У него очень хрупкая корневая система. Это не томат, который можно заглубить по самые семидоли, и он даст новые корни по всему стеблю. Перец пересадку переносит болезненно. Переросшая рассада при пересадке теряет больше корней, дольше приживается, часто сбрасывает первую завязь. А первая завязь — это ранний урожай, ради которого все и затевалось. Кстати, часто спрашивают, а если все же посеял, рано что делать? Ответ простой. Снижайте температуру. При плюс 18 рассада развивается медленнее, не вытягивается. Это лучше, чем держать ее при плюс 25 и получить к маю метровые заросли в горшке. Теперь про сам посев. Здесь нет большой науки, но есть несколько моментов, которые реально влияют на скорость и дружность всходов. Первое — протравливание. Семена перца стоит обеззаразить перед посевом. Самый доступный способ — замачивания в растворе марганцовки. Делаем 1% раствор. 10 граммов на литр воды, раствор получается практически черным. Семена в марлю или на влажное бумажное полотенце заливаем так, чтобы покрыло, оставляем на 20 минут. Промывать после не нужно. Второе — температура грунта при посеве.
Вот интересный момент, про который редко говорят. Семена перца прорастают при температуре грунта плюс от 25 до 30 градусов. Это довольно тепло. При плюс 18 всходы появятся, но будут тянуться долго, от 14 до 18 дней. При плюс от 25 до 28 за от 5 до 7 дней, иногда быстрее. Практический прием. Перед посевом пролейте грунт горячей водой. Не кипятком, а водой температуры около 80 градусов. Дайте постоять от 10 до 15 минут. Грунт прогреется, заодно простерилизуется от части патогенов. Сейте в теплый грунт. Семена зайдут заметно быстрее. Глубина заделки 1 см. Не глубже. Перец и так долго прорастает. Лишние сантиметры только тормозят. Третья емкость. Лучший вариант для перца – сразу отдельные стаканчики объемом от 500 до 700 мл. Пикировку перец переносит плохо. У него нет той же способности к восстановлению корней, что у томата. Поэтому слово «пикировка» здесь вообще лучше не использовать, это перевалка. Ком земли должен оставаться целым при пересадке. Если все же сеяли в общий ящик, переваливайте в отдельные стаканы в фазе от 1 до 2 настоящих листа, не позже. Чем дольше тянете, тем сложнее вытащить корни без повреждений. После того, как всходы появились, открываем укрытие и снижаем температуру до плюс от 18 до 20 на от 5 до 7 дней. Это важно. При такой температуре рассада не вытягивается, формирует плотный коренастый стебель. Потом можно вернуть к плюс от 22 до 24 полив. Вот здесь у перца есть одна особенность. Ему нужна теплая вода около плюс от 22 до 25 градусов. Холодная вода из-под крана вызывает стресс. Корни реагируют плохо, и это одна из причин скручивания листьев у рассады. Набирайте воду заранее в открытой емкости, пусть отстаивается и нагревается до комнатной температуры. Еще лучше – талая или дождевая. Поливаем умеренно. Грунт между поливами должен слегка подсыхать сверху, не пересыхать до хруста, но и не быть постоянно мокрым. Перец не любит стоячую влагу у корней. Подкормки начинаем в фазе от 1 до 2 настоящих листа. Для рассады нужно сбалансированное питание, азот, фосфор, калий примерно в равных долях. Подходит азофоска, нитрофоска, амофоска или любое комплексное водорастворимое удобрение с формулой НПК от 15 до 20% каждого элемента. Разводим по инструкции, поливаем под корень. Важный нюанс по подкормке. После того, как пролили раствором удобрений, пройдитесь чистой водой по листьям. Смойте остатки раствора. Перец на это реагирует лучше, чем если оставлять капли удобрений на листве. Вторую подкормку проводим через 10 дней, третью еще через 10. Про досветку. Перец – растение короткого светового дня. Ему достаточно от 10 до 12 часов. Если сеете в конце февраля, марте, естественного света на южном подоконнике уже достаточно. Если хотите ускорить развитие, досветка полным спектром, мощность около от 18 до 20 Вт на горшок, не больше, перекармливать светом не нужно. Возвращаемся к тому, с чего начали. К температуре почвы. Это главный ориентир для высадки. Плюс 15 в слое 20 см. Минимум. Лучше плюс от 17 до 18. Не ориентируйтесь на календарь и на то, что уже тепло днем. Возьмите почвенный термометр, стоит копейки, но дает точный ответ. За от 10 до 14 дней до высадки начинаем закалку рассады. Выносим на балкон или веранду сначала на несколько часов в день, потом на весь день. Постепенно открываем прямому солнцу, первые дни по от 20 до 30 минут, иначе ожоги гарантированы. Одновременно сокращаем полив вдвое, рассада должна чуть подсохнуть, стать плотнее. Высаживаем в пасмурный день или вечером. В лунку ничего не добавляем,
Перец очень чувствителен к концентрации почвенного раствора, резкое повышение питания в лунке может вызвать стресс. Лучше сделать первую подкормку через 10 дней после высадки, когда рассада уже прижилась. Глубина посадки чуть глубже корневой шейки на от 1,5 до 2 см. После полива грунт даст усадку, и корневая шейка окажется примерно на уровне поверхности. Это нормально. Схема посадки. Для большинства сортов расстояние от 30 до 40 см между растениями достаточно. Крупные, высокорослые сорта требуют от 40 до 50 см. Перцу нужно хорошее проветривание, загущение сразу дает влажность и паутинного клеща. В первые от 5 до 7 дней после высадки в открытый грунт притеняем в жаркие солнечные часы. Тонкое белое агроволокно сверху решает задачу. Про формировку. Сейчас кто-то скажет: надо удалять посынки, выщипывать коронный цветок, формировать в 2 стебля. На самом деле у перца это работает иначе, чем у томата. Перец разветвляется сам. В первой развилке коронный цветок. Потом идут 2 стебля, каждый снова ветвится. Это его естественная структура. Если куст не загущен и хорошо проветривается, вмешиваться в этот процесс смысла мало, особенно у компактных сортов. У высокорослых, если куст сильно загустел, можно убрать несколько внутренних побегов для вентиляции. Но это не обязательная операция, а ситуативная. Коронный цветок теоретически тормозит развитие верхних завязей. Удалять или нет, честно, большой разницы нет. Если куст здоровый и хорошо питается, он все равно хорошо плодоносит. Подкормки в сезоне. После высадки, через 10 дней, первая подкормка с повышенным содержанием фосфора и калия. Фосфор нужен для корней и закладки бутонов. Калий для качества плодов и устойчивости. В период формирования и налива плодов второй раз фосфорно-калийная подкормка. Азота в этот момент уже немного меньше, иначе куст будет гнать листву в ущерб плодам. Если грунт холодный, ниже плюс 17. Корневые подкормки плохо усваиваются. Переходим на листовые. Монофосфат калия от 3 до 5 граммов на литр воды, опрыскивание по листу вечером или в пасмурную погоду. Подвязка. Перец под весом урожая склонен заваливаться, особенно крупноплодные и высокорослые сорта. Просто подвяжите к колышкам с 2 сторон. Ничего сложного, но без этого ветки ломаются. 2 главных врага перца в сезоне. Вершинная гниль. Выглядит как темное водянистое пятно на верхушке плода. Многие думают: болезнь, грибок, надо опрыскивать фунгицидом. На самом деле это физиологическая проблема, не инфекция. Логика вот в чем. Кальций нужен для строительства клеточных стенок плода, но кальций – элемент неподвижный, он передвигается по растению только с током воды. Если полив нерегулярный, если резкие перепады температур, если высокая влажность воздуха при низкой влажности почвы, транспорт кальция нарушается. Верхушка плода, которая дальше всего от корней, получает его меньше всего. Клетки там не формируются нормально, появляется гниль. Решение. Стабильный полив, хорошее проветривание теплицы и листовая подкормка кальцием. Кальциевая селитра 1 грамм на литр воды, опрыскивание по листу дважды с интервалом от 5 до 7 дней. Обычно этого достаточно. Паутинный клещ. Главный вредитель перца, особенно в теплице. Первый признак – тонкая паутинка в основании листа и мраморность на листовой пластине. Обнаружили? Сразу действуем, не ждем. Фитоверм, биопрепарат, работает на взрослых особей. Схема обработки. 3 раза с интервалом 3 дня. Именно 3 раза, потому что одна обработка убивает взрослых, но не яйца и личинок. За 3 дня следующее поколение вырастает, и следующая обработка накрывает его. Обрабатываем со всех сторон, включая нижнюю поверхность листа и конструкции теплицы. Если опрыснул только сверху, клещ снизу даже не почувствовал.
Частые ошибки. Друзья, соберем в одном месте то, что чаще всего идет не так. Первое. Слишком ранний посев. Рассада перерастает, корни запутываются в стакане, при пересадке травмируются. Стартуйте от даты высадки и считайте назад. Второе. Высадка в холодный грунт. Температура почвы ниже плюс 15. Корни не работают. Можете поливать золотой водой, толку не будет. Используйте почвенный термометр. Третье. Полив холодной водой. Особенно рассады. Стресс, скручивание листьев, торможение роста. Вода должна быть плюс от 22 до 25. Просто набирайте заранее. Четвертое. Удобрение в лунку при высадке. Кажется логичным дать питание сразу. На практике повышает концентрацию почвенного раствора. Корни получают химический ожог. Лучше первая подкормка через 10 дней после высадки. Пятое. Лечить вершинную гниль фунгицидами. Это не грибок. Это дефицит кальция и нарушение водного баланса. Фунгицид здесь вообще ни при чем. Смотрите, перец на самом деле не такой капризный, как о нем говорят. У него просто есть несколько жестких требований. Температура почвы при высадке, теплая вода, стабильный полив и кальций при формировании плодов. Соблюдаете эти 4 пункта, большинство проблем отпадает само собой. Ну и сроки посева, не торопитесь. Это, пожалуй, самая частая ошибка из всех. Напишите в комментариях, в каком регионе выращиваете перец и когда высаживаете рассаду в грунт. Интересно сравнить, как сильно отличаются сроки. Бывает, люди из соседних областей высаживают с разницей в 3 недели, и оба правы для своего места. До встречи, друзья!